Привет, привет, с вами Алена. И сегодня у нас будет вот такой интересный пальчик. В таком состоянии он ко мне пришел. Я уже думала, что там сейчас я повязку сниму, а там что-то отвалится. Но в итоге на самом деле не так все было страшно, ну или страшновато. Короче, рассказываю историю. Пальчик пострадал на уроке физкультуры. Эта девочка-школьница, ей 16 лет, она делала упражнения, и случилось страшное. Она задела пальцем, пока выполняла задание учителя, и, короче, выгнула его в обратную сторону, он у нее оторвался от ногтя. Мы работали очень аккуратно, под повязкой у нее была мазь Вишневского, она сказала, что у нее началось там воспаление и загноение, поэтому она нанесла мазь и повязку. То есть то, что я сейчас вытираю, это там, ну, не гной и не что-то такое, прям не знаю какое, это просто остатки мази. Я поняла, что первое, что нам необходимо сделать, это, естественно, снять покрытие. Там, к сожалению, столкнулась с тем, что база камуфлирующая, да и ноготь, оказывается, был донарощенный или донаращенный, поправьте меня, знатоки русского языка. Вот. Короче, мы решили все это для начала спилить. Я спиливала очень аккуратно, как видите, фрезу я взяла с красной насечкой, пилила нежно, совсем не нажимая, прям тихонечко-тихонечко, и ждала того момента, когда все-таки увижу, насколько же там отошел ноготь. Маникюр у нее был относительно свежий, она расстроилась, что ей пришлось его снимать, говорит, всего вот недельку сделала, походила, и тут такая беда. Я спросила у нее, почему же она нарастила средний палец, потому что все остальные были свои. Оказалось, что до этого она тоже этот же ноготь задела. В общем, она все время случайно его задевает. И тут я хотела бы сказать следующее. Ну, понятно, что мы сейчас это уберем, срежем и зачистку сделаем, как обычно. Кстати говоря, использую вот инструмент такой, здесь пряморежущие глазки. Я истончила ногтевую пластину и потихонечку начинаю отрезать свободный край. В общем-то, этим мы будем заниматься на протяжении всего видео. Там вот такой вот остатки запекшейся крови. Ну, вы пока смотрите, меня слушайте, потому что я хотела порассуждать на тему, с какого возраста можно делать покрытие или, например, наращивание, да, это очень частый вопрос, который мне задают молоденькие девочки, они учатся в школе, я понимаю, что им очень сильно хочется быть тоже красивыми и взрослыми, как там, не знаю, мамы или сестры и так далее, да, то есть они говорят, а когда же можно мне делать покрытие? И обычно я отвечаю, что покрытие можно делать тогда, когда ногтевая пластина уже выглядит сформированной, то есть когда это не такие детские ручки, да, а когда ты видишь, что, ну, девочка уже готова, она созрела, это визуально всегда очень хорошо видно. То есть мастер в состоянии это распознать, что перед тобой не детские руки. И знаете, такие руки бывают и в 13 лет, а бывает, что и в 17 приходит, и видно, что она еще совсем, ну, малышка. То есть видно, что пальчики не довыросли, что ли, как бы это сказать. Вот. И к чему я, собственно говоря, клоню, что даже если пальчики уже сформировались и вроде как физически можно было бы сделать покрытие, тут встает совершенно другой вопрос. Вопрос осознанности. То есть вы же понимаете, что, ну или не понимаете, я сейчас об этом поговорю, то что в 16 лет скорее всего, девочка хочет быть красивой, это нормально, это хорошее желание, то есть она хочет оказаться старше, чтобы у нее было то, что есть у других девчонок, но у нее совершенно нет ответственности за этого и осознания того, как же все-таки нужно обращаться, ну, с теми же самыми покрытыми или нарощенными ногтями, то есть она будет их задевать, одевая кроссовки, используя палец там вместо ложки, да, специальной, вот также может задеть где-нибудь на физкультуре, все, опять все, я стала заговаривать, я слишком много сегодня разговаривала. А где-нибудь на физре, да, она может задеть, там, выполняя упражнения, надевая или одевая, там, не знаю, какую-то одежду, обувь, там, в общем, при любых бытовых обстоятельствах она может повредить. В то время как, так скажем, более взрослая девушка или женщина, конечно же, всегда думает, что и как она делает, имея ногти, потому что маникюр надо носить, а не залазить им в какие-то места, да, или ковырять где-то. Сейчас отойду от темы. Там у нее действительно было загноение, было немножко гноя. Мы промыли перекисью и дальше срезали. Вот тут вот видно, чуть-чуть беда случилась, но это не страшно, мы все прочистили. Жить будет, ноготь вырастет, все будет хорошо. Она у меня на контроле, телефонами обменялись. В общем, здесь все ровно. И теперь возвращаясь к нашему разговору по поводу того, что нет осознания того, как нужно носить маникюр, и они не чувствуют свою ответственность за это. И вот тут уже надо призадуматься, наверное,
Я не знаю, может быть, как-то это все-таки должно быть, да, с разрешения родителей, и нужно об этом разговаривать. Или если вы мастер и делаете молоденькой такой девочке маникюр с покрытием, надо ей постараться объяснить, что могут быть последствия, да. Или, например, когда они отдирают, а потом такие, ой, а у меня от наращивания портится и так далее. Ну, конечно, у тебя будет портиться от наращивания, потому что, ну, сорван верхний дорсальный слой, и держаться больше не за что, и ногти мягкие. Все-таки даже если им 16, они где-то еще в душе, глубоко внутри, они все-таки детки. Поэтому нужно в этом отдавать себе отчет. Но это мое мнение на этот счет. А что думаете вы? Мне бы хотелось очень узнать. Поэтому пишите в комментариях по поводу покрытий в таком нежном и юном возрасте. Ну, а мы все сняли, все зачистили, наложили дышащую повязку и отправили ноготь отрастать. Буду держать на контроле. Дальше расскажу и покажу. Посмотрим, как пойдет дело. Ну, а с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. И, конечно, ждем обсуждения в комментариях.